отсюда. Хочешь, давай. Если хочешь, давай. Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики. Приветствую всех на канале Айрония. Всем привет. Мы находимся в парке, мы просто отдыхаем, и заодно я решила с вами поговорить на одну интересную тему. Мне кажется, что те люди, которые добиваются каких-то невероятных успехов, без разницы где, финансовых успехов или какой-нибудь известный артист или музыкант или еще что-то такое в этом роде, да, область не имеет значения. Очень часто, да, бывает такое, что эти люди в детстве имели какие-то проблемы, особенно с родителями, либо вот знаете, как в школе, вот модели, да, потом она стала известной моделью, а до этого ее там гнобили в школе или еще что-то такое. Это часто бывает, это как бы такая история известная довольно-таки. И я хочу сказать, что люди, которых в детстве любили, которые чувствовали именно эту любовь родителей, не в том плане, что им давали деньги там или сували в какие-то там дорогие школы и так далее. Нет, которые чувствовали именно участие, чувствовали любовь родителей, контакт с родителями, то у них нет такой потребности доказывать кому-то и себе, что они что-то стоят в этой жизни, что они вот такие вот сильные, там, способные на то и на то. Они и так знают цену себе, и у них вообще ценности жизни другие. Они не стремятся вот к этой популярности и каким-то таким засветом, который вот, чтобы, знаете, чувствовалось одобрение как можно большего количества народу. То есть у них совершенно другой подход к этому. Поэтому проследите, если у вас есть такое непреодолимое желание или рвение где-то засветиться, стать мега популярным или мега известным, то откуда идет это желание? То есть это либо вы доказываете кому-то чего-то, либо у вас какой-то запрос есть заработать кучу денег на какие-то конкретные вещи, то есть быть финансово независимым, либо это желание с кем-то познакомиться с конкретным. То есть вы должны отследить, откуда ветер дует и почему у вас есть такое желание. Самое плохое в этом моменте это то, если вы хотите доказать кому-то, в том числе и себе, что вы чего-то стоите. Это самая плохая мотивация, да, доказывать судьбе назло, что вам повезло и так далее. К чему я вообще веду? К тому, что я задумалась, что в последнее время я часто беру паузы перед какими-то своими действиями. И почему это происходит? Хотя у меня много увлечений в разных областях, и, в принципе, я многое могу. Но так как я практикую сейчас вот эти дни воздержания от еды, мой организм находится дня 2 в абсолютно спокойном состоянии. И я поняла, что мне приходят в голову совершенно четкие мысли, что из вот этого моря того, чего я могу, у меня выкристаллизовываются совершенно четкие и ровные направления, которыми я хотела бы заниматься. И ответы на это все мне дает реакция моего тела. Я сейчас еще нахожусь в очень приятном для себя процессе вот этой кристаллизации направления. И что я хочу сказать людям после 40-50, которые еще хотят работать, чем-то заниматься, зарабатывать деньги, возможно, уже не хотят по своей профессии это делать. Впрочем, молодых это тоже касается. Надо привести себя в спокойное состояние, например, уйти в лес, в парк, только не так, как я сейчас сижу, здесь куча народу вокруг меня, а уйти куда-то в далекий, допустим, парк или лес. Лучше всего, конечно, если вы в этот момент еще и на пустой желудок, то есть вы именно практикуете сухое или другое какое-то голодание, воздерживаетесь от еды, потому что голова тогда в спокойном состоянии, и вы можете отследить именно свою реакцию.
Сядьте куда-нибудь именно на солнышко, на травку, чтобы вас никто не трогал. Прочувствуйте реакцию своего организма на конкретные мысли. То есть вы задаете вопрос, что вы хотите делать, и вы чувствуете телом ответ. Вы чувствуете реакцию вашего тела на ваш запрос. Если у вас реакция негативная, то не стоит этим заниматься. Либо нужно заниматься этим по-другому. То есть вы должны видоизменить процесс этой работы. И, возможно, вам придется несколько раз эту процедуру повторить. Я к тому, что если вы, например, юрист по образованию, всю жизнь работали, и вас тянет, например, в сад копаться в земле, и вы получаете от этого колоссальное удовольствие, заряжаетесь, и вы оттуда черпаете не только удовольствие, но и силы, то это ваш путь и ваше занятие, вообще безоговорочно. И тут вам приходит, благодаря тому, что это занятие приносит вам удовольствие, приходит куча идей. И только тогда получается вот этот полезный для всех симбиоз. Вы сажаете цветы, цветы радуют вас. Дальше, когда вы уже монетизируете этот процесс, допустим, продавая саженцы, клубни, там еще что-то, или свои услуги по озеленению, дизайном займетесь ландшафтным или что-то такое, то вам уже люди хотят платить именно за удовольствие, за красоту. Но мысль понятная, я думаю, моя. В общем, прислушивайтесь к реакции своего тела, не головы, не логических каких-то умозаключений, а именно реакции вашего тела. И ваше тело всегда даст вам самый точный ответ на любой поставленный вами запрос. Это неминуемо, вы отреагируете 100% правильно на все поставленные вопросы. В общем, вы поняли меня. Приведите свое тело в спокойное состояние, и оно вам даст ответ на любой ваш запрос. На этом я заканчиваю. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.